Я вас приветствую, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Сегодня сделаем расклад на крестового короля на колоде красные и черные бриллианты. Червовая дама — это вы у нас, да, тот, кто смотрит, женщина, смотрящая этот расклад. Крестовый король, если выпадет, это ваш возлюбленный мужчина. И если выпадет бубновая дама, то это будет ваша соперница. Ваша соперница. Итак, смотрим на крестового короля. При каких событиях он сейчас? Вот сразу выпал, да, уже, наверное, соскучился по нашим раскладам на красных, черных бриллиантах. Так, ну что здесь у него идет? При рабочих встречах, возможно, он находится, какие-то собеседования у него были, да? Возможно, тоже по работе. Также неожиданное предложение какое-то у него идет. Возможно, для кого-то проиграется принятие на работу. Также, возможно, были у него какие-то деловые переговоры. Или сейчас он находится при каких-то дружеских встречах. Также у него, в принципе, какая-то стабильная работа сейчас, да? Хороший ум, и ваш крестовый король достаточно трудолюбив. Вот такие карты выпадают при крестовом короле. Так, и давайте посмотрим. Крестовый король, что у него на любовном фронте. Ну и не только на любовном, да, посмотрим, что у него вообще в жизни. Что сегодня карты хотят сказать червовой даме. Итак, загадайте своего крестового короля, подумайте о нем и смотрим. Так, что у него сейчас? Что у него сейчас? Так, ну сейчас крестовый король, ваш возлюбленный мужчина, находится при каком-то провале, опять же, да? Возможно, это было в недавнем прошлом, какие-то препятствия, возможно, даже было какое-то заболевание, какое-то серьезное, даже вплоть до операбельного вмешательства, то есть операции, да? Хирургическое, скажем так, у кого-то вмешательство. Кто-то буквально, значит, опечален и страдает. У кого-то из крестовых королей идет одиночество, депрессия, опять же, какие-то навязчивые состояния. Что еще? Возможно, потерял какого-то близкого человека. Тут такое тоже может проиграться. Так, что еще здесь? Ну, при этом на работе, в принципе, у него все очень даже хорошо. В деловой сфере у него, возможно, было получение какой-то крупной суммы денег. В общем-то, успех в делах. И в этом смысле, значит, помощь свыше у него идет. Также у него идет хороший денежный поток. Видите, да? Хороший денежный поток. Так, ну и опять же, он хочет быть очень богатым человеком, желает обладать богатством. Вот такие события у него. Это с чего началось. Так, посмотрим. Дальше посмотрим. Для дома. Что у него для дома? Для дома у крестового короля. Вот здесь у него что-то такое. Что-то не очень приятное идет для дома. Так, ну видите, да, здесь идет для дома у него какая-то неприятная встреча. Возможно, даже конфликт. Вот так бы я сказала, да. Также в доме у него идет какая-то ругань, зависть. Возможен был какой-то неожиданный обман.
враждебность в действии. Для кого-то может проиграться также наркотическая, алкогольная зависимость, кто употребляет, да, но это опять же не для всех. У кого-то, возможно, выпивка, да, для дома, слезы, огорчение, срыв был. Срыв этот все-таки касался какой-то бубновой дамы, да, здесь идет. Дама была очень расстроена. Он ее, возможно, чем-то расстроил, огорчил. И при этом она очень расстроена, и он при этом находился при каких-то, в общем-то, в каком-то подавленном, очень подавленном состоянии, был тоже очень огорчен. А вот такие события, уже не знаю, что у них там это произошло, может быть какая-то, ну, конфликт может быть в любом случае, да, то есть в зависимости от любого какого-то происшествия. Вот. И она тоже печальна, и он опечален. То есть неприятно. Все-таки у них встреча была с конфликтом. Так, для дома идет. Ну, опять же, у него сейчас, что можно сказать, финансовая стабильность. В общем-то, возможно, вот это вот все-таки, да, неприятный конфликт, вот это вот ругань, зависть, да, от нее, может быть, идет. Может быть, он ей не дает какой-то финансовой стабильности. Вот, возможно, произошел конфликт с этой бубновой дамой касательно какой-то аренды, либо покупки земли. Дома, может быть, она хотела бы, конечно же, да, значит, проживать в какой-то новой квартире, может быть, в собственном жилье, может быть, что-то с арендой, может быть, они снимают с ней квартиру, также здесь может проиграться для дома, да. Вот. Ну и все же, конечно же, это, как всегда, связано с какими-то с финансами, да, с денежками. Так, что еще для дома? Ну, опять же, какие-то обманы, ссоры у него, возможно, на фоне этого, да, это все касается. То есть у них недостаточно в их паре. Вот из-за этого всего, да, то, что несмотря на то, что, в принципе, на работе он довольно, ну, скажем так, успешен, да, работа у него есть. Он работает, это не такой человек, который не хочет работать. Но здесь вот почему-то не хватает бубновой даме денег, да. Вот. И здесь также может быть даже, ну, в общем-то, да, с кем проживает вот этот крестовый король, денег не хватает. Это для дома. Так, что еще? Ну, опять же, ссоры, я уже сказала. У него очень тяжелое состояние на фоне этих событий, да? Очень тяжелое состояние, болезненное, неприятное. То есть, девочки, будьте осторожны, если это с вами, да, если вы вместе проживаете, то не стоит так, значит, мужчину доводить. Это я обращаюсь к дамам бубновым. У меня обычно смотрят червовые дамы. Так, значит, посмотрели, с чего началось для дома. Посмотрим, что же у него для сердца. Для сердца, скажите, карты, что у него для сердца. Для сердца. Для сердца, да? Так, для сердца. Ну, здесь идет, в общем-то... Так, сейчас посмотрим. Угу. Да, ну, картина маслом. Девочки, возможно, ваш крестовый король, ваш возлюбленный, несмотря на то, что он может находиться также в отношениях с какой-то еще особой бубновой дамой, да, я думаю, здесь дело в этом. Я не думаю, что у вас есть какой-то бубновый король. Также это может быть и вас, кстати, касаться, да? Так, но больше я думаю, что это все-таки именно бубновой дамы. Если так скажем, если это касается бубновой дамы, то есть вашей соперницы, то здесь я могу так сказать. Значит, у него
То есть в их отношения с бубновой дамой, с вашей соперницей, идет вмешательство третьего лица в отношения. Возможно, эта бубновая дама была раньше в отношениях, либо даже в каком-то браке, да. Возможно, она в разводе сейчас находится, разведена. И сейчас, в общем-то, но здесь вот выступает ее бывший муж. Бывший муж рядом здесь вот находится. Возможно, у них есть общие дети, да, общий ребенок, возможно, даже, да. Здесь идет вмешательство вот этого третьего лица, да, то есть бубнового короля, то есть бывшего мужчины, бывшего экс-мужа, да, скажем так. Может быть, да, здесь вот это проиграться. Так. Вот. Ну, он обычно, этот мужчина, более такой вот, значит, зажиточный, можно сказать. Не то, что зажиточный, но, в общем-то, денежки у него имеются, деньги есть у этого. И он чувствует какое-то вот, значит, скажем так, не очень приятные ощущения, да. Для него, в общем-то, эта бубновая дама его испытывает, его терпение. Для него идет тяжелый период, то есть, видимо, бубновая дама недавно развелась с этим королем, да, бывшим мужем. Здесь, в общем-то, очень тяжело. И она воспринимает, да, его, скажем так, ревность. Идут какие-то слезы, страхи. Тяжелый довольно период, видимо, недавно вот это вот, скажем так, развод произошел у них, да, и она сразу вступила в новые отношения с крестовым королем. Вот, и для них это идет как испытание, то есть для него, ну и на ней это тоже отражается, да. Также, что еще здесь можно сказать? Вот интересно, да, у них вроде есть какие-то встречи, да, он к ней, в общем-то, неплохо относится. Вот, хотел бы он сначала, конечно же, ей, в общем-то, скажем так, делал он какие-то подарки, ей желал исполнения желаний, то есть приятных эмоций, любви, ну и опять же интимной близости, страсти, да, флирта, опять же, вот, хотел бы, но вот на фоне этого события как-то, ну, скажем так, он усилил свое, вот это вот, как бы соперника видит и, конечно же, старается ей как-то угодить. Как-то ей угодить. Или также еще я здесь вот так вот могу сказать другой, да, момент. Если это касается вас, для сердца, да, ситуация, если это касается вас, то есть червовой дамы, то, возможно, у вас в недавнем прошлом, ну, в общем-то, появился какой-то бубновый король. Тоже обычно человек это не женатый какой-то, да, хороший, в общем-то, мужчина серьезный, и на фоне этого у него сейчас идет страх вас потерять. Вот. И здесь он переживает, опять же, и хочет здесь вот, в общем-то, вернуть вашу страсть. Возможно, хотел бы даже с вами пофлиртовать. Вот такие вот моменты тоже могут проиграться. Так, для дома, для сердца. Для что, значит, с чего началось? Для дома, для сердца. Посмотрим, что было. Что было у крестового короля. Что было у крестового короля. О, здесь. Так. Что было? Так, ну было что? Находился он при каких-то получении каких-то дополнительных знаний, возможно, обучения в заведении, либо обдумывал какие-то планы на будущее. Какая-то, в принципе, стабильность у него была раньше, да. Так, также было, это миновало уже какие-то проблемы со здоровьем, их разрешение, возможно, опять же,
часто выпадает, что здесь вот у него, видимо, он болел недавно, возможно, даже перенес какое-то вот заболевание. У кого-то может быть также вот эта карта достаточно негативная. Возможно, у кого-то, скажем так, человек, в общем-то, ну, очень тяжелые энергии. Здесь я вот долго не буду говорить. Здесь все что угодно может быть, да, связанное, опять же, с тяжелыми событиями в его жизни. Это то, что было. У кого-то, может быть, какой-то близкий человек ушел. Вот. У кого-то даже вот по этой карте может проиграться какое-то тюремное заключение. Ну и так далее. Вот все в таком духе. Так, и что еще было у него? Ну, здесь, опять же, был какой-то казенный дом, желание знаний, карьеры. Ну, здесь, в общем-то, это все, что касается работы. Так, что же будет? Что же будет? Все карты я добавляю обязательно. Что же будет у Крестового Короля в ближайшее время? Скажите нам карты. Так. Так, итак, смотрим. Так, интересно, интересно. Так, ну смотрите, вот здесь вот я так могу сказать. Значит, он, возможно, так, здесь посмотрим. Трефовая дама здесь выпадает у нас еще. Так, что за свадьба, да, будет у него? На ком он собрался жениться? Десятка. Идет червовая. В настоящий момент, ну, вернее, то, что будет, да, то, что будет. Возможно, у него свадьба, возможно, счастье. Опять же, сильная любовь и привязанность. Так, либо, смотрите, тут в двух направлениях я могу сказать. Но больше все-таки это, мне кажется, вас касается, да? То есть, ну, вас он воспринимает как очень близкого, родного человека, с которой хотел бы семейной радости, интимной близости, опять же, да? Так карты говорят. Испытывает он к вам сильную любовь, привязанность, удовлетворение. Хотел бы на будущее с вами свадьбу, счастье, да? Вот, но здесь вот он смотрит. Возможно, не смотрит он будет, возможно, у вас, так как мы смотрим на ближайшее будущее, какое-то вмешательство третьего лица в ваши отношения уже. Была измена, я думаю, с его стороны. С его стороны. Был какой-то любовный треугольник. Вот. Либо уже треугольник, уже, может быть, вы находитесь в отношениях с каким-то, либо он не знает, что у вас происходит, и, возможно, думает, что у вас нарисовался какой-то новый мужчина. И вы сейчас, в принципе, уже такая женщина свободная. Делайте, что хотите, и, в общем-то, и он уже такой вот не знает. Смотрит, как бы, нашла себе другого, да, в общем-то, какое-то третье лицо в отношениях. И здесь, смотрите, вот здесь идет, на это все влияет какая-то трефовая дама. Но я здесь думаю, что это его мать, да, трефовая дама, либо какая-то старшая родственница, может быть, старшая сестра. Вот, здесь идет. Здесь она тоже что-то ему советует. Что она ему советует? Здесь я хотела бы что-то вот не очень здесь понятно. Может быть, она вспоминает, что вот с червовой дамой вы. Либо она помешала каким-то событиям, то, что вот у вас наклевывался, может быть, брак, свадьба, счастье. Может быть, она это со стороны смотрит. Вот сейчас вот давайте вытянем. Это вас касается или все-таки бубновой дамы?
Так, все-таки это, девочки, касается это бубновой дамы, да? Дома жизни бубновой дамы. Так, жизни бубновой дамы. Смотрите, он все-таки у них, в общем-то, наверное, развивались отношения достаточно серьезно, достаточно стремительно. Даже, возможно, он хотел жениться на ней, либо, ну, жили вместе, да, может быть, живут вместе. Вот, также был какой-то любовный треугольник. И здесь вот, в общем-то, его мамаша, скажем так, да, она посоветовала ему что-то такое, что повернуло, значит, его направление. Значит, вы ей были неугодны, и она посоветовала все-таки посмотреть в сторону бубновой дамы. Может быть, она моложе вас, тоже такое может проиграться. Вот. Здесь она почему-то ему так посоветовала. Ну, крестовый король, вы знаете, да, он может, в общем-то, слушать, да, любой человек, в общем-то, прислушивается. Что-то я убрала крестового короля. Так, здесь смотрите, так, значит, у нас идет крестовый король. Что было, что есть, что будет, посмотрели. Так, и чем сердце его успокоится? Давайте посмотрим. Скажите, карты, чем успокоится сердце крестового короля в итоге? Раз, два и три. Так, ну опять же, что-то у него все так не очень хорошо, все очень плохо. Я думаю, здесь идет разрыв все-таки с этой бубновой дамой, с которой он проживал. У них там склоки, ссоры, очень обманы какие-то, да? Обманы у них, в общем-то, в семье, скажем так. Какие-то неприятные ощущения, одиночество он с ней испытывает. Может быть, говорят же, одиночество вдвоем. Вот, и между ними, да, здесь идет, ну, чем это все закончится? Очень будет он себя болезненно ощущать после их склок, ссор, обманов, неожиданностей у них, возможно. Здесь я, девочки, вот так опять же скажу. Возможно, когда-то бубновая дама направляла свои магические действия. Здесь могу сказать магические действия, ну, даже вот вплоть до тяжелых, да, у кого-то такие вот неприятные, да. Здесь видите по картинке, я даже это долго не хочу говорить. То есть что-то она, ну, в общем-то, делала плохое. Это в тяжелом случае. Либо она могла просто как-то направлять этого крестового короля, то есть не ходи к этой червовой даме, не будь с ней, она такая-то, такая-то, в общем, она тебе не подходит и так далее. Либо какими-то действиями она пыталась привязать этого крестового короля. Потом, обратите внимание, выпадает Джокер. Перестала она управлять событиями. Мы знаем, что магия действует какое-то определенное количество времени. Вот, и потом эта магия, то есть стала обращена была против нее. То есть как закон бумеранга, да? То есть вот эти магические действия, которые она делала, воздействие деструктивного характера, Джокер развернул и направил в ее сторону. Так, что еще? Теперь она не управляет событиями. Вот так вот.
не управляет событиями абсолютно. Вот здесь даже яблоко, да? Обратите внимание, небольшие деньги. А вот здесь какие-то она делала манипуляции, как марионеткой она им играла, да? Вот, и теперь вот этот, скажем так, Джокер развернул это все в ее сторону, и справедливость восторжествовала. Сейчас у них идут, значит, чем сердце его успокоится, здесь идут неудачи у них, возможно, они уже не вместе, либо очень серьезные ссоры, обманы у них идут. Вот такие, ну, в общем-то, достаточно неприятные события у них идут. Ну, вот такой расклад у нас сегодня получился. Давайте посмотрим в дальнейшем, что будет, какие события будут у Крестового Короля. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, что у вас с Крестовым Королем, кто это, что это, есть ли у него бубновый рядом. Может быть, вы уже нашли себе какого-то бубнового короля. Здесь проигрывается не только с его стороны, да, треугольник, возможно. Здесь идет и треугольник и с вашей стороны. Вот. То есть, возможно, вы уже нашли кого-то себе в пару. Ну вот. Ну, в общем-то, на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч.